Всем привет! Трудно поверить, но всего каких-то 3 столетия назад помидоры считались ядовитыми и выращивались исключительно в декоративных целях не только в нашей стране, но и в, казалось бы, просвещенной Европе. Но если подумать, то ничего удивительного, они относятся к семейству посленовых, представители которых действительно могут принести вред здоровью человека. Поговорим сегодня про пользу и вред помидоров для организма мужчин, женщин и детей. О пользе помидоров для организма слышал каждый, но есть ли какие-то секреты того, как эти овощи сделать максимально полезными для здоровья? В чем заключаются полезные свойства томатов? И для всех ли одинаково они станут источником витаминов и минералов? Об этом и многом другом будем рассказывать в этом ролике, поэтому смотрите видео до конца. Среди людей, имеющих различные формы заболеваний суставов, существует мнение, что помидоры могут вызывать воспаление суставов. Именно поэтому страдающие артритом избегают томатов в своей диете, как и некоторых других продуктов, относящихся к семейству посленовых: картофель, перец, баклажан. Но действительно ли эти продукты опасны для суставов? Несмотря на то, что помидоры относятся к посленовым, в них не содержится солонин, который является ядовитым веществом и который часто можно обнаружить в зеленом картофеле. В настоящее время есть сразу несколько диет, которые действительно рекомендуют исключение томатов при заболеваниях суставов. Это, например, популярный в последнее время аутоиммунный протокол и дислектиновая диета. Однако важно помнить, что нет достаточных научных доказательств, подтверждающих пользу данных диет. Кроме того, обе эти диеты подразумевают под собой очень строгие ограничения, и исследование им в долгосрочной перспективе может повлечь за собой дефицит питательных веществ с последующими осложнениями. Гораздо важнее при заболеваниях суставов снижать лишний вес путем соблюдения сбалансированной диеты, исключения добавленного сахара и трансжиров, снижение содержания насыщенных жиров в рационе и только после этого индивидуально рассматривать дополнительные рекомендации по питанию. При каких заболеваниях нельзя есть помидоры? Панкреатит. Разрешается употребление свежих спелых помидор, овощей в тушеном виде, а также свежевыжатого томатного сока. Не рекомендует есть зеленые помидоры, кетчуп или консервацию, в том числе и домашнюю. При обострении панкреатита употреблять томаты в пищу запрещено. Подагра. Допускается использование в рационе умеренного количества свежих помидор. Этот продукт отлично справляется со снижением кислотности в организме, однако в то же время помидоры усиливают ликопин, что может негативно сказаться на состоянии человека. Гастрит. Разрешено употреблять некислые и спелые, предварительно очищенные от шкурки томаты. Во время обострения с повышенной кислотностью допускаются не более 100 грамм в день, если кислотность понижена до 300 грамм. Сахарный диабет. Разрешено употреблять до 300 грамм в сутки. Выбирать надо местные помидоры, а лучше выращенные самостоятельно. В рацион следует включить не только спелые плоды, но и томатный сок. Желчекаменная болезнь. Употребление помидоров строго запрещено, так как камни оксалатной или фосфатной природы могут увеличиться в размерах и начать перемещаться. Заболевание печени. Употребление запрещено, так как помидоры могут спровоцировать образование и развитие гепатоза. Кроме того, они могут увеличить нагрузку на печень, что также пагубно влияет на работу органа. После удаления желчного пузыря. Допускается использование в рационе тушенных или предварительно ошпаренных кипятком плодов без кожицы. Количество продукта не должно превышать 300 грамм в сутки. На самом же деле это вкусный и универсальный суперпродукт с антиоксидантами, множеством витаминов и полезных минералов. Но есть еще как минимум 13 объективных причин полюбить помидоры, и есть их как можно чаще. Забота о здоровье сердца. Содержащиеся в помидорах химические вещества чрезвычайно полезны для здоровья сердца. Считается, например, что томатный сок помогает снизить уровень плохого холестерина и риск образования тромбов, а еще он нормализует артериальное давление.
Все дело в том, что красные плоды богаты калием, холином и ликопином, пигментом, отвечающим за алую окраску овоща. Помощь в похудении. Низкая калорийность, отсутствие жиров и наличие клетчатки – все это делает томаты привлекательными для желающих снизить вес. Эти мясистые овощи также стимулируют выработку витаминоподобного вещества карнитина, который, как считается, ускоряет сжигание жира в организме более чем на 30%. Улучшение пищеварения. Помидоры помогают улучшить работу пищеварительной системы и печени, а также предотвращают запоры. Сделайте смузи из томатов и шпината. Оба эти продукта мягко чистят кишечник, избавляя от деликатной проблемы со стулом. Острота зрения. Помидоры богаты не только ликопином, но и другими каротиноидами, в частности бета-каротином, лютеином и зеаксантином. Эти соединения важны для поддержания здоровья глаз, так как помогают улучшить зрение и снижают риск возрастной дегенерации, сетчатки, катаракты и других глазных заболеваний. Контроль уровня сахара в крови. Помидоры – это хороший источник пищевых волокон и витаминов группы В. Они также имеют низкий гликемический индекс, особенно в свежем виде. У приготовленных томатов он немного возрастает. Все это относит их к категории продуктов, позволяющих держать уровень глюкозы в крови под контролем. Защита от некоторых видов рака. Помидоры содержат антиоксиданты, ликопин, витамины А и С, которые нейтрализуют свободные радикалы в крови и снижают окислительный стресс у человека. А это, в свою очередь, способствует профилактике некоторых онкологических заболеваний, например, рака простаты, желудка, легких и колоректального рака. Качество сна. Люди, которые регулярно едят помидоры или пьют томатный сок, не знают, что такое бессонница, и просыпаются утром бодрыми и полными сил. Здоровый дух. Томаты богаты витаминами группы В, включая фолиевую кислоту, поэтому положительно влияют на состояние нервной системы. Исследования показывают, что употребление томатного сока снижает риск развития депрессий и нейродегенеративных заболеваний. Чистая сияющая кожа. Употребление томатов и томатных продуктов сделает вашу кожу здоровой и красивой. Все дело в том, что эти овощи богаты природными антиоксидантами, витамины А, Е и С, а они, как известно, замедляют процессы старения кожи, придают ей сияние и чистоту, удерживают влагу, предупреждая появление морщин. Крепкие кости и зубы. Помидоры богаты фосфором, магнием, калием и кальцием. Все эти элементы необходимы для прочности костей. Это также полезно для поддержания зубов в здоровом состоянии. Есть в томатах и витамин D, способствующий усвоению кальция, а также витамин К и ликопин, которые, как известно, защищают от риска развития остеопороза. Сильный иммунитет. Семена и мякоть томатов являются отличным источником ликопина, аскорбиновой кислоты, витаминов А и Е, которые улучшают защитные функции организма. Защита легких от сигаретного дыма. Помидоры могут уменьшить вред, причиняемый организму при курении сигарет, а также от вдыхания табачного дыма при пассивном курении. Дело в том, что они содержат кумаровую и хлорогеновую кислоты, которые защищают легкие от канцерогенов, образующихся при вдыхании сигаретного дыма. Красота волос. Помидоры содержат важные питательные вещества, такие как витамины А, С и Е, а также группы В, которые являются отличными стимуляторами для здоровых волос. Они не только улучшают внешний вид и текстуру волос, но также способствуют их росту и прочности, а еще избавляют от перхотей. На этом наш ролик заканчивается. Если вам понравились видео, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Я буду благодарна всем, кто меня поддерживал. До новых встреч!